Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня покажу, как сделать вот такую забавную подставку для телефона в технике папье-маше. Для работы понадобится тонкий гофрокартон и немного двойного плотного. Я нарисовала и вырезала силуэт котика. Ссылку на шаблон вы найдете в описании. У меня 6 штук. Затем склеиваю их по 3 вместе. Дело в том, что из толстого гофрированного картона трудно вырезать такие детали. Из двойного плотного гофрокартона вырезаю полоски в 2 сантиметра шириной. Приклеиваю горячим клеем. Измеряю ширину заготовки. У меня получилось 4 сантиметра. Из тонкого картона от упаковки вырезаю полоски шириной 4 сантиметра. Наклеиваю поэтапно. Приклеиваю какую-то часть до сгиба, даю клею застыть, сгибаю полоску и продолжаю приклеивать. Вот тут в самом узком месте проблемный участок. Я вырезала маленький кусочек и приклеила его внутри. Можно воспользоваться пинцетом или ножиком, чтобы прижать полоску картона к заготовке. Покрываю всю заготовку тонким слоем массы папье-маше. Сначала боковины заготовки. В проблемном месте можно воспользоваться стеком или мастихином, или вообще не покрывать это место массой. Краски и лака впоследствии будет достаточно. Разглаживаю поверхность слегка смоченной рукой. Декорировать поделку буду пуговицами. Вдавливаю пуговицы в массу папье-маше. Если часть пуговиц при высыхании отлетит, их потом можно будет приклеить клеем. Лучше дать просохнуть, тогда будет удобнее работать с другой стороны, в особенности, если вы эту работу делаете вместе с детьми. В промежутках кое-где я решила добавить вот такие бусины.
Когда заготовка высохнет, покрываю боковины тонкой папиросной бумагой. Она даст более гладкую поверхность. Приклеиваю клеем ПВА, разведенным водой. Проверяю пуговицы, и те, что плохо держались, приклеиваю универсальным клеем. Можно горячим клеем. Грунтую всю заготовку черной акриловой краской. Окрашиваю методом смывки изумрудной краской. Затем то же самое делаю более светлым тоном. В бутылочке с распылителем акриловая краска, разведенная водой. Методом сухой кисти выделяю рельефные поверхности белой акриловой краской. Кое-где добавляю серебряный металлик. Сейчас покажу еще одну технику окраски гладких поверхностей. Для этого понадобится круглая кисть с плоской поверхностью. На одну половину кисти набираю один тон, а на другую половину кисти другой тон. Проворачиваю и закручиваю кисть. Получаются вот такие завитки. Выделяю края при помощи кусочка губки и очень небольшого количества черной краски. Подставку я покрыла 2 слоями акрилового лака. Такая подставка может удержать не только телефон, но и мой iPad. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны. И включите колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Но это еще не все. Сейчас посмотрите еще несколько идей других авторов. Ссылки в описании.